Всем привет, с вами Максим, и сегодня мы рассмотрим в фотошопе такой эффект, как Bloom. Он имитирует недостаток камеры, при котором вокруг самых ярких объектов на сцене возникает своеобразное свечение. Создается в общем виде этот эффект так. Мы берем самые яркие фрагменты какой-либо фотографии, накладываем их на оригинал и размываем. Итак, открываем наше изображение. Первым шагом будет извлечение самых ярких его фрагментов. Скопируем изображение еще раз с помощью сочетания клавиш Ctrl-C, Ctrl-V или другим удобным для вас способом. Перейдем в редактирование, коррекция, порог. Эффект порог делает черными все пиксели ниже заданного значения яркости и белыми все, которые это значение превосходят. Выбираем то значение, которое вас больше всего устраивает, ориентируемся на то, что именно эти фрагменты изображения будут светиться, и нажимаем ОК. Теперь у нас есть своеобразная маска, которая показывает, какие именно нам нужны фрагменты изображения. Далее выбираем инструмент «Волшебный ластик». Волшебный ластик. Сочетание клавиш E для раздела ластики и Shift-E, чтобы переключать различные инструменты. У инструмента волшебный ластик устанавливаем настройки допуск единица, выключаем смежные пиксели и далее кликаем ластиком по любому черному пикселю на экране. Как мы видим, теперь из этого слоя удалились все черные пиксели, и у нас осталась своеобразная маска, которая показывает, какие именно яркие фрагменты нам будут нужны. Теперь мы должны наложить на эту маску исходные фрагменты изображения. Для этого еще раз скопируем нашу картинку, поместим этот слой над слоем маски и с зажатой клавишей Alt кликнем между этими слоями. Это создаст обтравочный слой, то есть прозрачность пикселей верхнего слоя будет определяться прозрачностью пикселей подлежащего слоя. С зажатой клавишей Shift выделим эти два слоя и объединим их, нажав Ctrl-E. Теперь у нас есть самые яркие фрагменты изображения поверх исходного. Нам осталось лишь размыть этот слой. Переходим в фильтры, размытие по Гауссу и выставляем то значение, которое вам понравится более всего, после чего нажимаем ОК. Далее вы можете изменить режим наложения слоя с размытием по вашим предпочтениям, если это необходимо. Как вы видите, мы получили эффект Bloom. Самые яркие фрагменты стали светиться, и картинка стала выглядеть более яркой и интересной. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео будет вам полезно.